Сегодня по делам мотаюсь в центре. Сейчас вам покажу еще один вид транспорта. Здесь есть автобусы, такси, такси, а есть коллективное такси. То есть это такая легковая машина, в которую забиваются 5 человек. Стоит подороже автобуса, но значительно дешевле, чем такси. Это коллективное такси ездит вот по Авениде Арекипа. Ну, я лично только знаю этот маршрут, он достаточно длинный, через весь, так сказать, центр. Сейчас еду поймать снова коллективное такси. Его отличительное очертание: поднимают руку вот так вот таксисты, зазывая народ. Ну, сейчас постараюсь поснимать, показать вам, как это выглядит. Главный конкурент коллективного такси — вот этот автобус. Он едет по выделенной полосе. Ну что, я уже добрался до своего места назначения. Спросил у таксиста, это коллектива, оказывается, работает не только вот по этой улице, но и по некоторым другим. Вообще отличный вариант добраться, допустим, с парка Кеннеди до центра Лимы. Зашел в магазин взять масло сливочное. Здесь продается с солью и без соли. Ну и без соли беру. Йогурт мне нужен, греческий йогурт, просто без вкуса. Кстати, здесь есть йогурт, как бы вкус натуральный у него тоже, но они добавляют почему-то туда сахар. Вот этот без добавления сахара. Сейчас лимончика возьму еще. Завтра хочу суп сделать из куриный крылышек. Просто куриный суп. Смотрите, здесь хотел вам показать, что я камеру-то включил. Есть тыквы такие. В камеру, правда, они что-то желтят сильно, а на самом деле они очень оранжевые. Тыква написано для Хэллоуина. Колбаса Хэллоуин. 1 килограмм 4 соли. Еще раз всем привет. Сегодня 17 октября 2024 года. Лисет давно намекает на куриный суп. Я ее решил сегодня порадовать. Она придет с работы и попробует моего супа. Ну, хотя я его уже готовил, это не в первый раз. Так что сейчас приготовлю быстрый куриный суп. Тем более он готовится действительно достаточно быстро и из самых простых ингредиентов. И здесь в Перу они, во-первых, очень любят курицу. А в Перу готовят, можно купить прямо на улицах, в кафешках отдельно, как он называется, бульон, куриный бульон. Он там подается с яйцом, с перцем. Очень, очень вкусно, стоит в районе 10 солей. У меня как раз в морозилке было 9 крылышек. Оставалось 9 крылышек, я их так вот пополам порезал. Если на шашлык я вот эти вот обрезаю кончики, они не очень эстетично смотрятся и в принципе там есть нечего, они сгорают, то в супе я их оставляю. Дальше одна морковка, одна картошка, одна луковица. И добавляю еще сюда вот макароны такие тонкие. Здесь они называются фидео. А у нас называется это вермишель. Просто сейчас их поломаю, ну, примерно вот такими кусочками. Тут на 3-4 части получится. И петрушка. Все, будет готово очень быстро. Сейчас заливаю воду, я их уже промыл. И тем временем обжарю луковицу и морковку. Я сюда не добавляю перец, лавровый лист, вообще в этот суп ничего не добавляю. Ни горошком перец. Чуть-чуть сейчас подсолю морковку с луком вот здесь, совсем чуть-чуть. И все, я не кладу никаких приправ в этот суп, потому что мне нравится именно вот этот куриный привкус и привкус овощей, чтобы ничем его не перебивало. Крылья уже тоже скоро будут закипать. 4 литра воды вместе с крыльями объем получился. Так, сейчас буду выключать, добавлю соли чуть-чуть и все. Вот с этого момента, как крылья повсплыли, как пельмени, в общем-то, я им даю минут 15 и потом начинаю добавлять уже картошку и вот морковку с луком уже после. После картошки минут, наверное, через 5-7. Забросил картоху с морковкой и луком. Смотрите, когда забрасываю морковку с луком, я вот такой вот немножко бульона сюда наливаю и туда это все. У меня остались только вот эти макароны, фидео называется здесь, напомню. Они готовятся вообще 3-4 минуты написано. Я заброшу 1/3 вот этой пачки. Так, остается макарошки забросить. Сейчас 5 минут это покипит, все. Закину макароны и уже потом зелень. Сейчас надо как раз вот петрушку порубить. Называется по-испански парехиль.
Вот столько сейчас положу сюда вермишели и, в принципе, 3 минуты, 4 и буду выключать. В конце добавлю зелень. Кстати, сейчас идея пришла. Может быть, как-нибудь сделать вермишель, просто самому тесто раскатать. Тесто делается, в принципе, быстро. Лисет, я думаю, очень удивится. Такого она точно не пробовала. В деревне всегда раньше бабуля готовила из теста вермишель. В принципе, такой же суп куриный, только вермишель делали сами. Было очень вкусно. Вот такой получился суп. Немного камера желтит почему-то на телефоне. Вот он. Офигенный. Сейчас буду есть. Вчера вот купил лимоны здесь. Перуанцы вообще едят вот эти супы и, как они, бульоны с лимонами. Очень вкусные. Кстати, попробовал. Мне тоже понравилось. Теперь ем с лимоном. И еще такие здесь перцы продаются. Называется ахи-лимон. Остренький перец. Тоже с супом, с борщом. Вот я его ем. Он такой прям сильно острый, по чуть-чуть. Очень вкусно. Пикантность придает. Варился суп 50 минут ровно. Буду приступать к еде. Единственное, хлеба не хватает. Сейчас пойду схожу попозже, куплю хлеба, чтобы Лисет уже ела с хлебом. Сегодня день свободный, и я решил, что одним супом можно не ограничиваться. Сходил, купил изюма, орешков. Сейчас приготовлю печенье, булочки, печенье. В интернете только что попался рецепт, тоже быстро готовится. Сейчас сделаю. Белый изюм, он, кстати, стоит здесь дороже, чем красный. Здесь он такой большой весь. И грецкие орехи обошлись мне где-то в 270 рублей вот за такую пачку. Единственное, что вот они булки неплохо пекут. Купил Лисет с этим, с супом. Вечером вот такой чабаты, они здесь называются. Вот это все на 2 соля. Они сразу горячие, только что их испекли. Я не знаю, сколько там булок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 булок, 2 соля, это 50 рублей где-то. Кстати, вот эта пирожная картошка стоит дешево, достаточно 2 соля по перуанским меркам. Это 50 рублей. И она, смотрите, какая большая. Сейчас посмотрим, сколько здесь грамм. 150 грамм. Вот это, по-моему, даже чуть поменьше. Они как-то на глаз лепят. 135. Сейчас приступаем готовить печенье это. Для теста нужно 230 грамм муки, 50 грамм сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 70 грамм масла замороженное, его нужно перетереть. На терке будет как тертый пирог, я так понимаю, тесто похожее. 1 куриное яйцо и ванилин. Кстати, вот так выглядит разрыхлитель. Здесь в Перу называется польво пара арняр, то есть порошок для выпечки. В принципе, все понятно, найти не проблема. Ну или можно использовать соду, она называется бикарбонат, по-моему, тоже продается здесь везде. Ребята, когда перетерлось масло с мучной смесью, добавляем 1 яйцо, 100 грамм сметаны, но у меня это греческий йогурт, и остатки муки. Я чуть оставил их, потом, когда вот это все добавлю еще чуть-чуть остатков муки, здесь где-то грамм 40. Ребят, смотрите, вот такое тесто получается достаточно мягкое. Сейчас его разделю на 2 части и в морозилку на полчаса. Пока тесто в морозилке охлаждается, сейчас посмотрю, сколько у меня здесь изюма и орехов. Изюма 150 грамм, 105 грамм. Сейчас изюм зальем водой на 5-10 минут, чтобы он размягчился. Сейчас нужно размельчить орешки. Приступаем к раскатке теста. Первое у меня будет с орехами. Не особо я уверен в том, что получилось. Сейчас его нужно в рулет свернуть. Смазываем его опять ложкой сметаны, ложка сахара и будет с изюмом этот. Скручиваем. Но у меня что-то не очень получилось, ребят, честно говоря. Мне кажется, в тесто нужно было больше добавить муки. Вот что получилось. Я не знаю, что там испечется. Их вообще можно яйцом смазать. Но я ничего не буду делать. Посмотрим, что из этого получится. Ребят, смотрите, что я еще сделал. Положил по граммульке сливочного масла сверху. Я думаю, это не повредит. Здесь нам, как говорится, уже терять нечего. Все, ставлю в духовку на 20 минут. Посмотрим, как оно получится. Пойду пока отмывать все здесь от муки. Вот что получилось. Не знаю, насколько это удачно. Проверил шпажкой. Вроде бы все нормально. Смотрите, сухая. Входит, выходит. Он такой получается. Достаточно мягкий. Честно говоря, я думал, будет гораздо хуже. Вкусно, достаточно мягенько. Можно сказать, что это такое мягкое печенье. Сейчас еще вот этот, который отрезал, половину с изюмом. Выпеклось полностью, больше не надо. 25 минут оно пеклось в моей духовке. Это что-то между булкой и печеньем. Сейчас Лисет придет с работы, дам ей попробовать, и она вам расскажет свое мнение. Лисет, да, пришла домой, сейчас будет пробовать суп. Привет! Ой, despeinada, mi amor.
No, está bien, amorcito. Eres guapa. Qué romántico. Come, la amorcito. verdad. Latinoamérica, casi la mayoría, y los peruanos comemos en la sopa limón, sí o sí. Casi la mayoría, el 90% de Yo Latinoamérica. he explicado ¿Sí? sí. Sí. Ah, dale. Y dijo que estoy comiendo sopa también con Da. limón. Mucha gente le gusta el ají. Cuidado. Siempre. ¿Ah? Da. Papá comía mucha sopa con limón, arroz con limón, todo con pan. Papá comía comida con pan. ¿Tu papá? Mi papá con pan, sopa con pan, arroz con pan, todo con pan. Mi papá ruso. Oh, muy rico. О, вот с этим цветом получше, кстати, суп выглядит. А то был какой-то оранжевый. Соп очень вкусно. Все очень вкусно, да. Да, молодец, хорошо. Muchas gracias, Марсита. Попробуйте с лимоном, кстати, да, очень вкусно с лимоном. Лисет сейчас сказала, что вот так не режется лимон. Я разрезал неправильно. Разрезается, смотрите, вот он, видите, как я разрезал. Разрезается вот так, потому что если вот так режешь, из него сок не выходит. Y luego tenemos postre. No sé cómo se llama esto. ¿Postre? No postre, sí, postre такие chiquitos. Yo quiero. Sí, claro. Hoy está rica la sopa, mi amor, ¿ah? Sí. Sí. Sale bien. Está bien consistente. Está bien. Pero para mí, un poquito de sal. А, sí. Ya. Pero, ага, давай. Чуть-чуть больше соли. Ну, я добавлял соль сюда, и мне тоже показалось, что маловато. Ну, не люблю я очень соленое. Чуть-чуть. Лисет чуть-чуть больше соли Да, есть. чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Only чуть-чуть. Only чуть-чуть, давай. Чуть-чуть. Ah, Mejor. да, хорошо, sí. Yo puedo comer otro pan también. ¿Sí? Sí, ¿Quieres? claro. Sí. Ok. Voy a calentar para ti. No sé cómo se llama esta. ¿Galleta? A Como ver. un postre. Galleta. ¿Galleta? Да. No sé. Galleta Muestra con... en la cámara. En la cámara. ¿Con nueces? ¿Avena? No es, sí. Вкусно. Угу. Лисет говорит, что в этот раз суп получился лучше, чем в прошлый раз. Но мне кажется, из-за того, что я побольше крыльев добавил, и он более наваристый получился. Muy rico, la verdad. De verdad, está riquísimo, mi amor. Sopita puedes preparar tú para vender. Porque pilmini, oh, todo el rato. ¿Recuerdas? Пельмени me gusta más. Cuando yo regresaré en casa, no Ya. tengo tiempo para cocinar. Ajá. Y- Ah, el pilmini comer. Y no quiero... Hacer nada. No quiero comprar afuera tampoco. Por eso yo, ¿cómo se llama? Hacer pilmini. Hacer pelmeni es rápido, necesito solo agua caliente, sacar en refri y ya. 10 minutos. Y barato, rico, rápido. Лисет показывает свою с работы карточку. Jefa. Jefa. No, coordinadora. Espera, espera. Soy jefa de un área, pero luego yo voy a ser jefa de más áreas, así. ¿Entiendes? Sí. Yo soy jefa de un área y yo quiero ser jefa de más áreas. A eso quiero yo. Sí. Ahorita jefa, pero quiero ser jefa de más áreas. Y un jefe, ¿cuánto tiene coordinadores como tú? ¿Cuántas qué? Tiene coordinadores como tú. 4. 4. Un 4 jefe. jefas tiene código Sí. coordinador. ¿Cuánto tiempo necesita de ti para subir más? No sé, la verdad. Es depende como tú trabajes. No hay un tiempo en realidad. 6 meses. Para estar jefe. Yo creo que 6 meses. Лисет рассказала про работу, о том, кем она работает, координатор, есть выше шеф, их арии, у нее в подчинении 4 координатора, она в своей арии, получается, шеф.
И у нее тоже в подчинении люди находятся. Она работает в одной из лучших клиник. Их тут две самых классных клиник в Перу частных. Называется Anglo-Americana. Да. A una donde yo estaba antes y Anglo-Americana son las clínicas más top VIP del Perú. Да, две клиники. Вот это Anglo-Americana, и она работала в другой еще раньше. Ауна называется тоже. И вот две лучших клиники здесь. В планах через полгода стать уже шефом. Вот, как следующая ступень. Ладно, все, ребята, а то я что-то это уже начал засыпать. Пойду в спортзал, время остается немного, 2 часа до закрытия. Acá. Метро. Метробус. Ой, сколько народу много. Заходим. Быстро. Ждем наш следующий автобус. Пересадка у нас. Это метро называют, метрополитан. Здесь нужна карточка, и на нее кладешь деньги, и по выделенной полосе едешь. Так устроено здесь. Метрополитану. Сейчас едем в сторону океана. Здесь такой парк красивый. Баранко. Небольшой, но симпатичный. Направляемся к пляжу. Точнее, не к пляжу, а к набережной. Сейчас покажу вам набережную. Смотрите, вот это в белом все это школьники, как сказала Лисет, они закончили школу и сюда пришли пофотографироваться. Лисет говорит, что в ее время такого не было, такой традиции. Это вот не так давно появилось. Так, идем опробовать воду. Надеюсь, она теплая. Надо быть осторожным. О, теплая вода, но не холодная. Купаться можно. Да. Я думаю, градуса 22-23 вода. Ну, народ купается. Тут разбито вот так по группкам, я так понял, по школам, возможно. Смотрите. Все фоткаются. ¿Cuánto está foto con un gringo, Marcita? Vamos. Yo pienso que yo puedo. No. $1 foto con un gringo en negro. Polo negro. Hola. Foto con un gringo. Polo negro. $1. ¿Qué quieres comer hoy día, Marcita? Pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Oh, tenemos alitas, búfalo. Vamos a preparar búfalo. Ok. Más tarde. Así hacen para la promoción. ¿Para qué? Para foto. Sí. Ponen esto. Ага. Декорация. Чуть-чуть прогуляемся и поедем домой. Проснулись в 7 утра. У Лисет выходной. Поехали по делам. Оля. Девчонки, привет вам передают. Nice to meet you. Денис. Денис. Gracias. Какая-то закрытая территория.
Марина. Это территория, получается, как она, Марина, там, где лодки стоят. Здесь можно поесть, здесь рынок находится, рыбный вон там. И много-много кафешек, соответственно. Сейчас время севиче, народ идет есть севиче. Здесь, кстати, недорого, но не знаю. Мы один раз лисет ели здесь, но советовать не буду. Все-таки севиче лучше есть где-то в ресторане, в кафе, в нормальном. Все-таки это рыба сырая. Сейчас пойдем на рынок, покажу, если что-то там осталось. Уже просто 12 часов, я думаю, что там рыбы особо никакой нет. Уже почти свернулся весь рынок. Рыбы не так много. Смотрите, какие креветки огромные. Лангустина. А este cómo se llama? Camarón. Camarón? Sí. Раки. Ese le ponen conchas a la parmesana con queso en horno, es rico. Con parmesano en Да. horno. Sí, y de ahí sale caliente y come y rico. Tú puedes preparar. Забыл, как он называется у нас. Гребешок. О, гребешок. Надо приходить с утра. Смотрю, там уже какие-то мухи летают, на них садятся. Лучше с утра покупать, свеженького. Con queso. Ну да, с сыром запекается, вот как Лисет говорит. Rico. Креветки вот эти гигантские, конечно. Лангустины называются. Лобстеры маленькие. Раки, раки вообще офигеть. Похоже на раков, не знаю, насколько это правда. Такая рыба. Тоже лангусты есть. Какие-то палки. Смотрите, неужели это едят? Смотрите, эти морские огурцы или что это? Устрицы. Ой, смотрите, еще такие есть. Морской еж. Смотрите, вообще ужас какой-то. Анчоусы какие-то. Здесь, кстати, пеликаны бывают, что-то сейчас не вижу. Прям вот здесь вот. Donde está пеликанос? ¿Pelícano? Ну, ай. No, hay pelícano. Ой, где, ну, что-то улетели, да, сегодня пеликаны. Сейчас будем собираться домой уже. Есть хочется. Фото, Керис. Напоследочек вам панораму. А мы уже возвращаемся до дому. Время обеда. Хочется кушать. Ребята, ну что, вернулись мы домой с сегодняшней прогулки. Сегодня очень рано встали. Нужно было по делам ехать. Потом поехали на море, вы видели. Немножко вам показал побережье наше Тихоокеанское. Вода градусов 22. В принципе, я бы искупался. Я купался в Турции 17-18 в январе. Здесь вода все равно теплее, она так не остужается. Решил приготовить блины, уже сделал тесто. На блины тесто достаточно такое жидкое. Ну, мне кажется, что подойдет сейчас отлично. Если нет, чуть-чуть муки подбавлю. Но по мне, вот эта консистенция должна подойти. Блины я делаю часто, они всегда получаются. Поэтому здесь я знаю. На новой сковородке хочу попробовать, вот на этой. Не знаю, как пойдет. Блинной сковородки здесь, естественно, нет. Если что, возьму там старую. Мне вообще нравятся блины с обжаренным луком и грибами. Когда блин уже сделал, потом заворачиваешь грибы с луком. И еще обжариваешь потом вот блинчик вот этот квадратный. Вообще не такие вкусные, хрустящие, когда очень вкусно становится. Но сегодня не хочется сладких блинов. Я тесто немного сделал, поэтому сейчас сделаю, дам на дегустацию Лисет. Она отдыхает. Так, поехали жарить, сейчас посмотрим, как получится у нас первый блин. Ой, что-то горит, надо переворачивать. Все, у меня камера в руках, елки-палки. Ставим сюда. Так, ребята, все в прямом эфире. Никуда не отключайтесь, как говорится. Первый блин вот такой, смотрите. Все, сейчас буквально 10-15 секунд и готово. Оп, как вам блинчик? Тогда отключаюсь, сейчас наготовлю и покажу, как будем дегустировать вместе с Лисет. По-моему, получилось классно. Так, ну что, начинаем пробовать. Вместо сметаны йогурт греческий. У нас здесь клубничное варенье, сгущенка и два вот таких вот для панкейков. Сладкие штучки. Я с молоком допью то, что осталось от блинов, а Лисет с инка-колой. Раз, два, 10, 11, 12, 13 блинов получилось из 240 грамм муки и пол-литра молока. Пробуем, Марсита. Yo creo. Так. Rico.
Так, теперь я сейчас попробую. Я ем вот так. Раз, два, три. Так, сейчас попробуем со сгущеночкой. Ой, то есть с этим, с йогуртом и с этой сладкой штучкой. Пробуем. Офигенно. Смотрите, как Лисет заворачивает этот блинчик. Банан, немного йогурта и чем-то полила еще сладким. Еще сверху. Мас. Sí, claro. Este no es Право. Mejor. Да. Я сейчас попробую. Sí. С бананом вообще зачетно. Rico, ¿no? Очень вкусно. Ребята, сегодня 20 октября 2024 года. Сейчас с Лисет направляемся в центр Лимы. Она подписана на одну группу. Эта группа людей помогает, в общем, бедным людям. Дедушки, бабушки что-то продают на улице. Эти люди просто подходят толпой и скупают весь товар. Такая небольшая помощь. Сейчас едем в центр Лимы, чтобы совершить вот что-то подобное. Вчера, смотрите, шею обгорел весь на этом пляже. Солнце здесь очень ядреное. Немножко проехали нашу остановку, ехали на этом, на метро автобусе. Сейчас идем к месту встречи. В принципе, вот это уже центр. Смотрите, какие здания красивые. Нам вот чуть-чуть буквально пройти здесь. Три этих квартала. Давай, давай. Давай. Нашли друг друга. Смотрите, какой красивый Паласио. Здесь, кстати, репетиции проходят разные. Вот тут дедульки что-то с бабульками репетируют. Перуанские народные танцы. Там тоже какие-то проходят репетиции. В общем, по всей этой площади что-то репетируют народ. Гостиница «Шератон». Напротив. Мороженцы решили съесть. 4 соли, это 125 рублей. Конца и края нет этому рынку. Ну что, наконец-то все собрались, выдвинулись на место. Вот наша компания такая. Лисет, напугали у тебя ребята сзади. Сахарный тростник, ребят, смотрите. 2 соли. Стоит пакетик. Está dulce. Sí, está dulce. Sabe, sí, ¿no? 3% de Está rico, ¿eh? Dulce? Sí, la caña de azúcar. В нем, в общем, сок сахарный тростника. Это вкусно, да. Немного расскажу по ситуации. Той женщины, которые должны были сегодня помочь, ее нет почему-то, не нашли. Сейчас думают, кому помочь. Купили вот продукты, ребят, смотрите. Sí, hay dos huevos. Un aceite. ¿Ya ves? Uno, Carla. Acá hay dos leches. Leche para acá hay una leche. Acá hay leche. Acá hay uno. Ah, entonces 3. Еще ребята деньги приготовили. По 10 соли примерно. По $3. Все, погнали. Мы в конце с продуктами, вот с парнем. И утро масса. Ahí está. Ну что, ребята, вот так закончилось это мероприятие. Сейчас идем в сторону дома. Еще, кстати, когда мы это все делали, привлекли тут пару человек к этому волонтерству. Тоже они там деньги перевели бабушке. Едем домой.